Всем панкейк! Средневековые замки часто ассоциируются с роскошью, богатством и величием. Но реальность совсем иная. Она не похожа на кадры из фильмов. Реальная жизнь в средневековом замке – это грязь, сырость, холод, полная антисанитария и отсутствие элементарных удобств. Давайте окунемся в историю и посмотрим обратную сторону жизни в замке. В первую очередь необходимо уточнить, что такое средневековый замок и кто в нем жил. Средневековье – это довольно продолжительный период, который простирается примерно с конца V века и до эпохи Возрождения в XV-XVI веках. Средневековье охватило различные территории Европы, Ближнего Востока, Азии и даже Африки. Соответственно, необходимо понимать, что и само определение «средневековый замок» довольно широкое. В фильмах нам показывают громадные каменные строения с роскошными украшениями, фресками, статуями, но мало кому известно, что первые средневековые замки были деревянными. Их основная цель заключалась в защите от врагов, обеспечении безопасности для их обитателей. Первые феодальные постройки представляли собой небольшие башни, окруженные чистоколом и рвом. И лишь к середине XII века каменные строения стали вытеснять деревянные. Их архитектура усложнилась. Здесь стали появляться различные подземные ходы, увеличилось количество комнат и башен. Башни стали стандартным элементом многих замков. Их использовали для наблюдения и обороны. Они обеспечивали высокую точку обзора, что позволяло обитателям замка контролировать окружающую местность и своевременно реагировать на угрозы. Отдельно стоит обратить внимание на такой элемент, как окно. Поскольку главная функция замка все же оборонительная, окна, как правило, здесь были совсем крошечными. Они не пропускали тепло и солнечный свет, закрывались грубыми деревянными ставнями для защиты от непогоды или вражеских атак. Кроме того, их количество было совсем небольшим. Мы не раз упоминали угрозы, предостерегающие жителей средневекового замка. Кто же все-таки был главным врагом? Разбойники? Воры? Попрошайки? Это нам еще предстоит выяснить. Но сначала стоит разобраться, что из себя представляет среднестатистический житель средневекового замка. Как правило, во главе управления стоит феодал или член его семьи, лорд, граф или барон. Здесь же живут его жена, сыновья и дочери, жены сыновей, их дети, а также прислуга. Так, количество проживающих в замке могло варьироваться от нескольких десятков до сотен. Все они были хорошо знакомы друг с другом и жили под одной крышей. Часто в тесноте, в крошечных комнатах, поскольку не все замки были такими большими, как нам это показывают в фильмах. Это еще называют скученностью. Так жителям было необходимо поддерживать хорошие отношения во избежание любых внутренних конфликтов, словесных перепалок или драк. Ведь угроз для привычного уклада жизни было и так немало, а особенно внешних. В первую очередь, опасность представляли враждебно настроенные соседние феодалы, которые могли попытаться захватить замок или нанести вред его обитателям. Причины такого нападения могли быть различными – от территориальных претензий, расширения владений и присвоения ресурсов до личных конфликтов, вследствие межличностных разногласий, старых обид, наследственных споров. И это, на наш взгляд, один из самых опасных врагов, ведь он, как правило, более подготовлен и осведомлен. Кроме того, средневековые замки часто привлекали внимание грабителей и разбойников, которые видели в них потенциальную цель для обогащения. Желание получить легкие деньги, украшения, еду делало этих людей совсем жестокими и безжалостными. Но нажива – не единственная причина. Разбойники также могли чувствовать себя борцами за справедливость. Они нападали, чтобы показать свое недовольство или отомстить за смерть близких. Для некоторых же представителей этого движения нападение на феодалов и их приближенных было единственным средством выживания. Так жители средневекового замка могли вечно существовать в страхе и неопределенности, боясь за свою безопасность или даже за жизнь.
Конечно же, отдельное внимание заслуживают эпидемии, бушующие в эпоху Средневековья. Нельзя не упомянуть чуму, тиф, скарлатину или лепру, проказу, вспоминая данный исторический период. Повсеместная антисанитария и отсутствие элементарных медицинских знаний создавали дополнительные риски для жителей средневекового замка. Несомненно, исходя из периода существования и места расположения замка, условия могли отличаться. Но чаще всего в стенах каменного укрепления господствовали грязь, вши, неприятный запах. Главной причиной вони можно назвать отсутствие современной канализации, что, конечно, не вызовет у вас удивления. Сточные воды, биологические отходы жизнедеятельности проживающих – все это сливалось в огромные выгребные ямы в основании строений. Сотни слуг и жителей справляли свою нужду именно таким образом. Конечно, это не могло не оставить следа. Пахло в стенах замка по-настоящему ужасно. Отдельное внимание заслуживает личная гигиена. Мытье здесь было редкостью. Частота купания варьировалась в зависимости от социального статуса и доступных ресурсов. И, конечно, если феодалы могли себе позволить ванную, наполненную водой, ароматические средства для удаления неприятных запахов, чистую одежду, то прислуга довольствовалась малым – протиранием тела сухой или смоченной тряпкой, или общей ванной на всех. Естественно, без каких-либо ароматических масел или порошков. Привычное же современному человеку мыло было распространено лишь в некоторых регионах Европы и Азии. Но жители замков все равно старались всеми доступными способами сохранять чистоту и порядок. Например, довольно распространенной была практика использования ароматных трав – можжевельника, лаванды, мяты, розмарина, а также соломы для устранения влаги и неприятных ароматов в помещениях. Они могли быть разбросаны по комнатам или расположены на полу. Это делало среду замка более благоприятной для проживания. Затрудненным проживанием в средневековом замке делало и отсутствие каких-либо элементарных удобств. Помимо канализации, здесь не слышали и о водопроводе, конечно же. Вода, необходимая для умывания или приготовления пищи, доставлялась прямиком из колодцев или рек, в зависимости от места расположения замка и его размеров. Воду приносили слуги в ведрах, а затем распределяли на нужды. Также вместо современных унитазов здесь использовались примитивные формы туалета. Например, открытые ямы или ночные горшки. Туалеты не были удобными и часто располагались вдали от жилых помещений. У феодалов была личная туалетная комната, а вот условия для прислуги были более жесткими. Им приходилось справлять естественную нужду на длинной скамейке с множеством отверстий для дефекации, без какой-либо приватности во время данного процесса. А вместо туалетной бумаги в средневековье применялись ткани, стирающиеся после использования. И, конечно же, для любого образованного человека будет совершенно очевидно, что в средневековых замках отсутствовало электричество. Ведь его открыли только в начале XIX века. Но как же тогда осуществлялось освещение? Использовались свечи, факелы или те самые крошечные окна в дневное время. А вот ночью перемещение по замку становилось совсем опасной задачей. Вспомним основную цель его постройки – оборонительная. Так на полу могли располагаться различные опасные выступы, ловушки, неровности. Все это могло повлечь за собой травмы или другие несчастные случаи. Кроме того, приглушенное освещение от факелов и свечей создавало мистическую атмосферу, благодаря чему появлялись различные мифы и легенды, связанные с тем или иным замком. В средневековых замках температура в помещениях могла быть достаточно низкой и холодной. Все, конечно, зависело от региона и климата. Где-то можно было и вовсе не топить помещение, но чем севернее находился замок, тем больше дров уходило на поддержание тепла. Там было по-настоящему холодно, ведь нормальная система отопления, подобно другим удобствам, чаще всего отсутствовала. Хоть уже и существовала техника гипокаустов,
широко известная в античности, но она не получила большое распространение в Средневековье. Наверное, потому что строительство вентиляционных труб по всему замку было довольно затратным процессом. Для тех, кто не знает, гипокауст – это система подогрева, состоящая из подземных труб, через которые пропускается теплый воздух от одной большой печи в подвале помещения. Так весь замок мог бы согреваться от одного источника. Но чаще всего использовались камины, если речь идет о более поздних постройках, или же открытые костры вне стен здания, если мы говорим о деревянном сооружении. Это, конечно, позволяет согреться на какой-то промежуток времени, но чаще всего буквально через несколько часов после того, как камин прогорает, в той или иной комнате сразу же становится прохладно. И тогда на помощь приходят одеяла или дополнительные слои одежды. Конечно, неправильным было бы не упомянуть о том, что жилые помещения все-таки были достаточно крошечными, и тепло в них сохранялось дольше. Так, условия жизни в средневековых замках были далеки от идеальных, от тех, что нам показывают в фильмах. Низкая гигиеническая культура, недостаток чистой воды и неправильное санитарное обустройство создавали благоприятные условия для размножения бактерий, вирусов и паразитов. Также ограниченные возможности доступа к свежему воздуху и солнечному свету, плохая изоляция замковых стен делали помещения холодными и влажными. Это создавало неблагоприятную среду для жизни, способствовало развитию плесени и грибковых инфекций. И, конечно, ослабляло иммунную систему жителей замка. Эпидемии различных инфекционных заболеваний, таких как чума или тиф, были распространены и являлись серьезной проблемой для средневекового общества. А вот медицина в то время была не на самом высоком уровне. Кроме того, условия и доступ к медицинской помощи могли существенно отличаться для феодалов и прислуги. Высший класс общества обычно мог лечиться у личных лекарей и врачей, которые предоставляли более передовые медицинские технологии при болезнях и травмах. Лекари феодалов имели более обширные знания и доступ к медицинским ресурсам, а феодалы – лучший доступ к медицинской помощи. Прислуга же, как правило, обходилась народными средствами, травами и магическими обрядами. Они сами создавали различные настои или лекарства. И, конечно, разница в лечении в данном случае была очевидна. Люди часто погибали от самых простых болезней, которые мы теперь легко и быстро лечим таблетками и уколами. И хотя все, что мы рассказали ранее, делало жизнь в средневековых замках трудной, она также имела и позитивные моменты. Например, здесь предлагалось множество интересных развлечений для жителей. Популярными были охота на дичь, рыбалка, верховая езда, танцы, музыкальные выступления, игры, такие как шахматы, и настольный теннис. Богатые феодалы могли себе также позволить проводить рыцарские турниры и пикники. Турнир – это настоящий праздник демонстрации воинской доблести и чести. Любому хотелось, если не принять в нем участие, то хотя бы посмотреть, как добывает себе славу и добычу знатная молодежь. Первоначально все действо напоминало смесь ярмарки и настоящего боя. Участники сходились стенка на стенку, некоторые получали серьезные ранения или даже погибали, а вокруг собиралась разношерстная толпа, которая помимо рыцарей, их оруженосцев, пеших воинов и слуг состояла также из кузнецов, продавцов, менял и зевак. Под влиянием рыцарских романов турниры постепенно приобрели большую организованность. Участники стали использовать особое оружие, рыцари сходились для поединка 1 на 1, а ристалища обносили забором. Для зрителей строили трибуну, причем каждая из них имела свою королеву, а приз лучшему турнирному бойцу традиционно вручали женщины. В конце концов, турниры превратились в дорогостоящую и изощренную придворную забаву, сопровождающуюся различного рода празднествами по случаю свадьбы правителя, коронации, заключения мира или союза, вместе с праздничными мессами, шествиями, обедами и балами.
по большей части не предназначенными для простых людей. Для леди замка многие развлечения были недоступны, но они все еще могли заниматься рукоделием. А прислуга в такие дни все еще выполняла свои обязанности – от уборки и приготовления пищи до обслуживания во время празднеств и банкетов. Но они также находили время для развлечений, проводя время с семьей и друзьями, играя в игры и участвуя в традиционных праздниках. Конечно же, на каждое празднество накрывались пышные столы. Богатые жители замков наслаждались широким разнообразием пищи. Они употребляли мясо, рыбу, фрукты и овощи. Но также часто на столах присутствовали и экзотические блюда. Например, сладости. Приемы пищи порой были похожи на настоящее шоу с использованием специальных приборов и разнообразных сервировок. Дичь приносили с охоты. Это могло позволить феодалам есть мясо каждый день. Кроме того, было очень много речной рыбы, раков. Большое распространение имел хлеб. Мука самого тонкого помола шла на белый хлеб для богачей, а тесто попроще делали из смеси пшеничной и ржаной муки. На севере был распространен хлеб из ячменя или овса. Самое низкое качество выпечки предполагало добавку отрубей, гороха, бобов и даже желудей. А в XIII веке появились макароны. По популярности с хлебом конкурировала средневековая каша. Однако она мало походила на современную. Она была твердой настолько, что ее можно было резать. Состав каши значения не имел. В нее зачастую шло все, что имелось в доме. Бедняки ели овсянку, богачи – кашу из пшеничной муки, молока и меда. Такое положение дел сохранялось до тех пор, пока в Европе не был разведен картофель – 17–18 век. Ведущее место в меню того времени занимали овощи – капуста, морковь, обычно зеленовато-желтая, поскольку привычная нам оранжевая появилась лишь в 17 веке. Свекла, лук, чеснок. Помидоров тогда не было. Также бытовало мнение, что сырые овощи вызывают лихорадку, поэтому их, как правило, варили. С фруктами в Средневековье дела обстояли плохо. На севере ассортимент ограничивался яблоками, грушами, сливами и земляникой. На юге были известны лимоны, горькие апельсины, гранаты и виноград. Они, ровно как и импортные яства, инжир, финики, чернослив, были доступны лишь немногим. Не всем были доступны и сладости. Лишь к XVI-XVII веку начали за сумасшедшие деньги поставлять первый шоколад. Прислуга средневекового замка, как правило, питалась объедками со стола или специально приготовленными похлебками. Конечно, их питание было гораздо скромнее. Чаще всего состояло из каши и хлеба. В деревянных замках готовили на костре на улице, а в каменных – на камине. Конечно, реальная жизнь в средневековом замке значительно отличалась от той, что показывают в современных фильмах. Это тяжелые, суровые условия, в которых существовало множество угроз для жизни. И зная все, что мы рассказали ранее, вы вряд ли бы теперь захотели оказаться на месте средневекового феодала или члена его семьи. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании, и спасибо за просмотр.